Левая рука Эмили Харпер была сломана в двух местах, но она скрывала это под длинным рукавом, стараясь выполнять работу в доме известного босса криминального мира Чикаго, Джеймса Картера. Каждое движение причиняло адскую боль, но Эмили не могла позволить себе слабость. Ее брат, Лиам, оказался втянут в долги криминального синдиката, и ее единственная надежда — оставаться незаметной, работать и выжить. Она обмотала руку, приняла слабое обезболивающее и тренировалась держать поднос правой рукой, прижимая левую к телу. Джеймс Картер, методичный и расчетливый, ежедневно проводил утро за чтением финансовых отчетов, и Эмили, служащая у него 8 месяцев, знала каждый его шаг. Но в тот день ее дрожащая рука едва не выдала ее. Босс заметил синяк, и Эмили поняла, что теперь любая ошибка может стоить жизни ее брата. Она рассказала о долгах Лиама ростовщикам и угрозах, которые он получал. Джеймс с холодной точностью мобилизовал своих людей. Всех 15 ростовщиков, участвовавших в нападении на ее брата и в избиении Эмили, к полуночи были пойманы на складе у набережной Чикаго. Эмили и Лиам были защищены лично Джеймсом. Он обеспечил ее медицинскую помощь и безопасность брата, превращая ее из испуганной горничной в наблюдателя и участника управления его легальным бизнесом. Под его присмотром Лиам проходил реабилитацию и трудился, пока Эмили училась защищать себя и понимать стратегии власти. Через несколько недель после инцидента Эмили больше не была просто служанкой. Она стала партнером Джеймса в легальных предприятиях, ведя переговоры и принимая решения. Боль, страх и сломанная рука превратились в силу и решимость. Ее брат постепенно восстанавливался, а она осознала, что способность выживать и действовать с умом была важнее любой боязни. Эмили стояла в офисе Джеймса, наблюдая за городом Чикаго. Она уже не была той, кто подавал завтрак 8 месяцев назад. Она была сильной, умной и защищенной, и теперь ее жизнь принадлежала только ей самой и тем, кого она любила. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.